Макс, а что ты читаешь? Я читаю книгу, которая называется «Легенды и предания Кавказа». Это одна из нескольких книг, которые мы, как сувениры, да, привезли из нашего путешествия по Кавказу. Здесь есть много книг, есть толстые книги, есть такие вот тоненькие книги. Некоторые книги я прочитал, некоторые я еще буду читать. И, в общем-то, да, сегодня мы хотим об этом поговорить, да, Юля? Да? Привет, друзья! Привет! С вами, как всегда, Макс. И как всегда, Юля. И, как всегда, мы будем сегодня говорить о чем-то. Вот наша тема — это поговорить про книги и поговорить про даже не только книги, а еще и есть открытки. Вот такие вот интересные открытки. Кстати, может быть, мы пошлем одну открытку кому-нибудь из наших подписчиков. Да, Да, можем. А как мы отличная идея. выберем? Смотрите, друзья, напишите в комментариях тему для следующего диалога Макса и Юли. Напишите, пожалуйста. И, ну, давай так, давай, тебе не жалко будет 3 открыточек? Абсолютно не Мне жалко. тоже не жалко. 3 лучших ответа по нашему субъективному мнению получат вот такие вот замечательные открытки. Это открытки со старыми фотографиями Кавказа. Причем это не просто рисунки, да, это части рисунков, но это И открытки, картины. которые, да, и картины, которые были напечатаны в типографии, в маленькой типографии в городе Нальчик, Да. далеко-далеко в горах. Там есть маленькая семейная типография, Да, и они издают маленькими тиражами всякие интересные книжки про Кавказ, да, например, вот а такие также книжки. делают всякие открытки. Да, так что, друзья, пишите, пожалуйста, темы для диалогов Макса и Юли. 3 лучших ответа, 3 человека получат вот такие открытки. Хорошо. Итак, Юль, давай сначала вообще поговорим про наши любимые места. Ну, не любимые, про самые запоминающиеся места из нашего путешествия. Про наше путешествие мы уже начали рассказывать в прошлом видео. Вот здесь будет ссылочка на это видео. Посмотрите. Сегодня мы хотим поговорить про самые запоминающиеся, наверное, места. Те, да? которые нас поразили, может быть, больше. Да, что больше запомнилось, правда? Да. Давай начнем с тебя. Тебе запомнился, я помню, город Грозный. Город Грозный, да. Это республика Чечня или Чеченская республика. Да, это столица Чеченской Республики. Да, И город Грозный поражает воображение тем, как он сейчас выглядит. Около 20 лет назад в Чечне была война, и город Грозный был практически уничтожен. Он да. был разрушен почти как Берлин на самом деле. Да, почти как, не знаю, другие города, там, Севастополь какой-нибудь. Да, он был разрушен, и сейчас там в городе есть бульвары, где стоят старые фотографии конца 90-х годов, которые показывают, как вот там в 96-м, в 98-м году этот город выглядел. Как выглядел Грозный, да. И этот город сейчас восстановили, и не просто восстановили, да, не просто отстроили в том виде, в котором он был, а из него сделали, можно сказать, мегаполис. Ну да, мегаполис. Многие же сравнивают, я не люблю эти сравнения, но многие говорят, что Грозный это Дубай. Там, Дубай, да, что это Арабские Эмираты, там Дубай. Ну, видимо, по некой архитектурной схожести. В Грозном сейчас построили несколько небоскребов, комплекс такой из 7 сейчас башен, 7 башен таких высоких. высокие башни, он называется Грозный Сити. Грозный Сити, как Москва-Сити. Как Москва-Сити, да, и здесь тоже тут высокий отель, тут есть башня, бизнес-центр, где на 30-м этаже есть смотровая площадка. Оттуда открывается потрясающий вид, абсолютно невообразимый вид, особенно ночью, да? Да, мы ходили 2 раза, Мы ходили днем 2 и раза. ночью. И это, наверное, было вот один из самых лучших видов за это путешествие. Просто смотришь, там Кавказ, там видно Казбек, пятитысячник,
гора высокая. Там ты видишь еще горы, там ты видишь город, то есть это все прям... Да, и в Грозном строят, как рассказал экскурсовод, строят еще одну башню, которая будет высотой в 102 этажа. 102 этажа башня. Причем в Грозном живет всего 600 тысяч человек, Нет, да? меньше. 600 это 300 с чем-то. 300, да, или 300 с чем-то, 324 тысячи, по данным Википедии. Да. 600 это... Махачкала. Точно. Махачкала. О ней мы поговорим попозже. Да, действительно, Грозный. Чем еще запомнился тебе Грозный, Юль? Давай я чуть-чуть, можно выскажу? Меня очень поразила чистота, опрятность этого города. То есть он чистый, он опрятный, и он какой-то вот создает впечатление, что ты вообще не в России. Да, действительно, у тебя ощущение, что ты куда-то уехал, потому что вокруг люди, они говорят на русском, они могут говорить на русском, но между собой они зачастую говорят на своем родном языке. На чеченском. Все выглядит по-другому. И люди выглядят по-другому. Это такие большие, сильные мужчины, почти все с бородой. Многие, по крайней мере, с черной бородой. Я им так всегда завидовал, потому что, у меня не растет борода, поэтому у меня вот такие вот бусурманские усики такие вот такая жидкая бороденка, как вот можно сказать. А у этих мужчин прям такая борода, вот такая прям, мне это, конечно, очень понравилось, это очень красиво, очень прям такие, все крепкие такие мужчины, просто ты смотришь. Но, правда, есть контраст. Потому что очень много людей с автоматами. Так как эти республики не очень, скажем, спокойные в плане, как бы сказать-то это, на протяжении долгого периода истории по разным причинам в тех регионах были вооруженные конфликты. Да? Поэтому сейчас не только в Чечне, а во многих других республиках, районах и особенно на границах республик стоят посты полиции, люди с автоматами, люди такие серьезные, и все это выглядит так достаточно для нас, да, немножко тревожно было. Но потом ты начинаешь разговаривать с этими людьми, и они тебе улыбаются, они очень дружелюбные, и ты вот чувствуешь вот это кавказское гостеприимство. Это один из, скажем, стереотипов, да, шашлык. Да, Кавказ. Что вот Кавказ, у обычного человека Кавказ, шашлык, кавказское гостеприимство, горы. Бараны пасутся. Бараны, да, вот это такая вот стереотипная картинка. И насчет гостеприимства, это... Да, я хотела добавить еще про гостеприимство. Да. Грозный, в принципе, сейчас, как я поняла, активно работает на то, чтобы стать таким туристическим городом. Да. Действительно, там 2 десятилетия назад это был очень небезопасный регион, и у многих россиян, в том числе, сейчас есть ощущение, что это все еще небезопасно. И Чечня очень хочет поменять это впечатление, поэтому там и создаются вот эти вот небоскребы как достопримечательности, огромные отели, где можно, не знаю, там 250 человек заселить. Вкусная еда. Очень много туристических каких-то групп, направлений, когда предлагают поехать в Грозный, а потом поехать там в горы, например, что-то посмотреть. Да, там много очень всяких древних старых башен, крепостей, вообще безумное место. Да, и я на самом деле надеюсь, что туризм там будет развиваться, потому что там определенно есть что посмотреть. Точно. Это очень необычный регион. Поэтому езжайте в Чечню. Да. Еще один такой довольно странный момент, это, что было не очень привычно, в отличие от России, да, видно, что в Грозном есть такая, работа, скажем, идеологического формата, в плане, когда ты, идешь, допустим, и на здание администрации, ты видишь портреты руководителя республики, и портрет руководителя страны, и портрет первого президента республики. Да, и первый президент республики, он, в принципе, его идеи, они сейчас
ну, очень, скажем так, популяризируются, да, это вот такая основная идеология Чечни, это то, что говорил первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. И в его честь называются проспекты, башни, отели, в целом, наверное, все какие-то крупные объекты. Да, и это создают иногда такое двойственное впечатление. С одной стороны, тебе иногда кажется, что, это чуть-чуть как будто похоже на то, что было там, не знаю, во время Сталина или чего-то. С другой стороны, ты видишь, насколько аккуратно все сделано, насколько люди, ну, с кем мы общались, любят свой город, да, и такое, ну, это очень необычно. Да, это очень необычно. Чувствуется, что это, ну, совершенно другой, скажем, мир. Другая мир. Страна. Да, это другой мир со другая своими страна. законами, со своими правилами. Вот. Но я очень надеюсь, что этот мир так и будет, ну, не знаю, открываться туристам, другим людям, что можно будет туда ездить, потому что, ну, это безумно интересно и безумно вкусно. Правда? Ну, да. Окей. Да. А ты говорила, что тебе запомнился Дагестан. Да, мне запомнился Дагестан. Ну что, это Дагестан. Дагестан — страна гор. Горы здесь повсюду. А еще сыр, колбаса, лепешки. Дагестан — это страна, которая находится на берегу Каспийского моря. Ну, это не страна. Да, республика, конечно, республика. Ну, просто страна, само слово Дагестан, да, стан как страна, даг это горы, это страна гор. Поэтому в моей голове это тоже как страна, государство, отдельная республика. То есть понятно, что ты... Когда ты находишься в Чечне или в Дагестане, ты не ощущаешь себя в России. Только ты чувствуешь это только когда ты слышишь русский язык. А русский язык там везде, все используют русский язык, ну, скажем так, для общения друг с другом. Даже было забавно, когда мы, помнишь, мы поднимались на смотровую площадку в Грозный-Сити, Да. и мы видели, как встретились чеченец и узбек. Человек из Узбекистана и вот чеченец. И они друг с другом начали разговаривать, ну, конечно, на русском языке. Конечно. То есть русский язык — это что-то, что позволяет коммуницировать разным народам. Да, потому что, ну, чеченский язык и узбекский язык — это совершенно разные языки. А так вот они на русском говорят, причем с акцентом, с этим прикольным кавказским акцентом. Эй, брат, ну что, как, откуда ты? О, Узбекистан. О, слушай, брат, ну хорошо. А вообще. как тебе Грозный? Хорошо, как тебе Грозный? Хорошо, красивый город, посмотри, какой город. Вот этот акцент, он, конечно, ну, это абсолютный колорит. Да, но вот и в Дагестане-то русский язык, в принципе, объединяющий язык, потому что мы говорили, да, что Дагестан состоит из разных народностей, Да. то есть если в Чечне преимущественно чеченцы, они могут говорить на своем родном языке, то в Дагестане очень много народностей, у каждого свой диалект, свой язык, Да. и нужен какой-то объединяющий язык для людей из одной республики. И это русский. Да. И мы встретили в Дербенте школьную группу, помнишь, ребята, Да. подростки были, и им проводили экскурсию на русском языке, они все между собой общались тоже на русском. Не только на русском. Не только на русском? Давай расскажем. В Дагестане мы посетили 2 города, ну, основных. Это Махачкала, столица Дагестана, и это город Дербент, самый южный город, такой древний, старый, восточный город, где раньше проходили разные торговые пути, караваны и так далее. И там это чувствуется, что это прям вот... Прям вот восток, восток, восток. Да. Да? И в городе Дербент мы увидели школьников, которые были на экскурсии. И эти школьники слушали лекцию, ну как не лекцию, а слушали экскурсию, да, на русском языке, но между собой они общались то на русском, то на каком-то местном языке, да, я даже не могу представить, что это был за язык. Это забавно, потому что, ну, просто такой котел, плавильный котел. Да, плавильный котел для разных традиций, языков, это просто такая смесь, и это очень... И вот этим, наверное, меня и привлек Дагестан тем, что он очень разный.
разные люди, архитектура разная. То есть в Грозном есть такая... Он реально грозный, он такой Да, очень строгий строгий город. Такой все вот правила, тут чисто. Немножко страшно что-то нарушить. Да, тебе страшно что-то нарушить. В Дагестане это такой более такой, «Эй, ребята, привет». То есть такой, ну, более... Не знаю, как это сказать. Ну, не свободный, но как-то Ну, вот, да. может быть, немножко хаотичный, Да, но в хорошем смысле Да, этого слова. наверное, в хорошем смысле, хаотичный такой город. Такой немножко суетливый тоже в хорошем смысле. Да. Люблю суету, да. И ты это Суматошный. чувствуешь, и это тоже классно по-своему. Да, мне тоже очень понравился Дагестан. Просто Грозный поразил именно вот своей какой-то неожиданной архитектурой. Я Да. не знала, как выглядит этот город. Я купил даже книжку по истории Дагестана. Давайте чуть-чуть, буквально пару слов о книжках, которые я привез и которые я уже прочитал. Первая — это «История Дагестана». Я ее читал в Дагестане. Честно говоря, книжка отвратительная, потому что это учебник. Это очень похоже на учебник по истории. Скучно, много фактов, не связанных, нет каких-то более глобальных концепций и чего-то понятного, нет нарратива какого-то. То есть просто факты, события, имена. Практически бесполезная книга, мне не понравилась. Вторая книга, которую я прочитал, она называется «Народы Кавказа». И это сборник, на самом деле, сборник статей французских историков. Причем историков 19 века, которые были французских и английских историков, которые посетили во время Кавказской войны Кавказ, и которые, ну, конечно, поддерживали горцев, поддерживали независимость горцев, да, ну, это такой сложный политический момент, да, кто кого поддерживал, но, тем не менее, книжка написана с точки зрения Англии и Франции, да? А эта точка зрения по понятным причинам совершенно отличается от, допустим, точки зрения в России, такой вот основной, мейнстримовой, да, скажем. Вот. Но это очень интересно посмотреть с другой стороны на эти события. Ну, мне очень понравилась книга, очень хорошее изложение. Французы, ставлю вам лайк. Вот. Книга переведена с французского. Следующая книжка, Юля, может быть, ты про нее расскажешь? Да, эту книжку я купила. Она называется «Легенды и предания Кавказа». А что такое предание? Предания, ну, это как некие истории, да, истории каких-то древних лет. То есть... Что передается, да, наверное, от устно... Передается, от сына к отцу, от отца к сыну, от сына к его сыну, ну, в общем, через поколение, да, предание. Что-то да, такое. Как раз мы говорили, что вот эти открытки мы купили в маленьком издательстве в городе Нальчик, Да. и как раз вот эти книги также выпущены в этом издательстве, там много-много всяких разных, но я выбрала именно «Легенды и предания», потому что я очень люблю читать какие-то национальные сказки, национальные истории, вот такие вот там древние, немножко мифологические, Да. потому что они помогают, ну, немножко лучше понять, чем жил край. Зачастую, вот, ну, здесь, конечно, много про горы, и горы здесь одушевленные, то есть это не просто гора Эльбрус, это некий там рыцарь Эльбрус, который с кем-то сражался, а потом ушел в вечный холод. И это интересно, как люди в древности объясняли себе, почему гора такая образовалась, или там, почему дождь идет. И, ну, действительно, это позволяет немножко по-другому посмотреть на историю. Это правда, это правда. А это что за книжка? Следующая книжка тоже куплена в этом же издательстве, ну, можно так сказать. Это книжка Мухаддина Кандура, она называется «Кавказ». Это сборник из 3 произведений, из 3 романов. Они объединены в одну сагу. Да? Это такая прям сага, которая от начала, еще до Кавказской войны, рассказывает все события. То есть там, наверное, 150 лет в этой книжке идет
хронология, да, на протяжении 150 лет, и есть разные истории разных людей, которые связаны друг с другом. То есть это такой исторический роман. Это художественный роман, Это да? художественная книга, да. Исторический роман, он так называется обычно. То есть художественное произведение основано на исторических событиях, на реальных Очень круто. исторических событиях. Я прочитаю, у тебя тоже есть. Да, ну и последние, на самом деле, две книжки, ну даже про одну я хочу больше всего рассказать. Это книжка «Шамиль на Кавказе». Это книжка об имаме Шамиле, как раз лидере угорцев в конце, ну, в середине и в конце Кавказской войны, который организовал свой имамат, свое государство с своими законами, который объединил горцев для борьбы. Очень интересно почитать про его личность. Вот. Потому что когда имама Шамиля взяли в плен, и его из Кавказа повезли в Петербург, то все встречали его как героя. Даже царь, в книжке написано, что царь обнял имама Шамиля, своего врага, и сказал: наконец-то мой друг приехал. То есть, несмотря на то... Это поразительно, несмотря на то, что это были враги, но в России уважали его, потому что это был сильный лидер, умный человек, преданный каким-то ценностям. Ну, так же, как и у нас уважали Наполеона. Ну да. То есть, ладно, друзья, на этом мы с вами заканчиваем. До встречи в следующем диалоге. Пишите, пожалуйста, темы. И 3 открытки пойдет тем людям, которые напишут лучшие предложения для диалогов, для будущих диалогов. На наш взгляд лучшие, да. Всего доброго. Спасибо. Всем пока-пока. Ну что, надо что-нибудь почитать, я думаю. Да, где мои легенды? А нет, я вот эту книжку тебе пока забираю. Я обожаю художественные саги. Это классно, да. Это как сага о Форсайтах, только про Кавказ. Вот, да, именно.